В Земле хранится масса таинственного и неизведанного. Я покажу вам самые загадочные, а порой и откровенно пугающие находки, которые довелось найти людям. От невероятных существ, которые были погребены на тысячи лет, до денег, найденных на обычном заднем дворике. А в конце покажу человека, который был заморожен во льдах более 5000 лет. Как он выглядит и что с ним стало, смотрите до конца. И начнем сразу с мистической находки. В запутанных пещерах филиппинской провинции Кабаян были обнаружены таинственные остатки, известные как огненные мумии Филиппин. Их называют так из-за удивительного способа, которым древние люди обеспечили невероятную сохранность этих тел. Но сама история этих мумий не менее захватывающая, чем их внешний облик. Анализы показали, что для этой процедуры древние люди употребляли огромное количество соленой воды, даже находясь еще в живых. Затем их тела коптили на костре в течение долгого времени. Этот жуткий метод вызывает вопросы и остается загадкой до сих пор. Зачем был использован такой необычный и страшный способ сохранения останков? История этих огненных мумий окутана тайной и вызывает интерес у исследователей, стимулируя размышления о мистических обычаях и верованиях древних филиппинцев. Ведь, как показывают исследования, эти люди еще были живы, когда попадали на огонь. Эти мумии стали своеобразным свидетельством уникальных методов сохранения тел, применяемых человечеством в древности. И самый главный вопрос – как они вообще до такого додумались? Еще одна уникальная находка – это древние мамонты в Якутии. Особенность этих останков древних животных заключается в их практически полном сохранении, включая ткани головного мозга. Вечная мерзлота, которую можно сравнить с сундуком с сокровищами нашей планеты, скрывает ценности. Хоть и выглядящие изрядно потрепанными, все равно вызывают восторг у научного мира. Якутия, где были обнаружены эти удивительные находки, стала местом, где были выкопаны пещерные львы, шерстистые носороги, ленские лошади. Количество обнаруженных мамонтов там настолько велико, что можно уже сделать полноценное стадо. Однако последней вехой стала находка мамонтенка, погибшего около 34 тысяч лет назад на берегу моря Лаптевых. Эту молодую самку назвали Юка в честь внучки главы общины юкагиров, чьи члены и обнаружили ее тушку летом 2010 года. Юка удивительно хорошо сохранилась, с мягкими тканями, бивнями, светлой шерстью, хоботом, мозгом и даже следами когтей древних пещерных львов. Это помогло ученым извлечь часть ДНК. Мамонтенок Юка находится в Академии наук Республики Саха и часто выставляется на палеонтологических выставках, гастролируя по городам России. В 1808 году лондонская публика впервые познакомилась с удивительной и странной игрушкой XVIII века, известной как тигр Типу. Это была фигурка тигра, изготовленная в полный рост и изображающая, как тигр атакует британского солдата. Внутри деревянной конструкции был установлен механизм, напоминающий орган, который имитировал звуки человеческих криков боли и рычания тигра, рвущего плоть на части. Эта жуткая и жестокая игрушка была создана для индийского султана Типу, известного своей враждебностью к британцам. Типу считался ярым противником британского колониального владычества в Индии, и этот тигр стал своеобразным выражением его отношения к британцам, которых коренные народы презирали из-за их колонизаторских амбиций. Да, тут их можно понять. Скважина, казалось бы, не представляет особой угрозы и не вызывает чувства страха сама по себе. Но только не в этом случае, ведь тут настолько большая глубина, что даже смотреть жутко. Кольская экспериментальная сверхглубокая скважина, известная как колодец в ад, уходит внутрь земной коры на невероятные 12 262 метра. Эта скважина расположена на Кольском полуострове в России. Ее бурение началось еще в 1970-х годах, когда Советский Союз пытался стать первой страной, достигшей мантии Земли. Для этого необходимо было пробиться сквозь земную кору. Однако Советскому Союзу удалось прорубить всего лишь треть необходимого пути.
1990-х годах бурение окончательно прекратили из-за высоких температур. На глубине под землей было настолько жарко, что электроинструменты просто плавились. На глубине в 12 километров температура достигала 220 градусов по Цельсию, значение, которое ученые никак не ожидали. После завершения проекта судьба этой самой глубокой в мире скважины была печальной. В настоящее время она закрыта ржавой металлической крышкой, и человеку туда попасть невозможно из-за узкого диаметра нижней части скважины, всего 22 сантиметра. Однако это место может представлять опасность для мелких животных, лишенных шансов на спасение. Если какая-то мышка провалится, то рискует побывать в настоящей преисподней. Кроме того, практически все исследования, которые связаны с этой дыркой в земле, строго засекречены. Почему? Существуют теории, что остановила исследователей не температура, а что-то более опасное, что не хотели тревожить на глубине. Египет прославился своими загадками и историческими тайнами. В 1886 году египтолог Гастон Маспера выкопал и распаковал саркофаг, чтобы изучить мумию и представить ее как экспонат музея. Захоронение выделялось скромностью, что отличалось от обычных роскошных египетских погребений, часто ассоциируемых с правителями. Информации об этой мумии не было заранее известно. При вскрытии гроба исследователи обнаружили тело, завернутое лишь в овечью шкуру, без каких-либо украшений. Сама по себе овечья шкура символизировала у древних египтян пороки и нечистоты. Тело было связано, а на лице мумии застыл ужасный крик и искаженный рот. Эта ужасная находка среди археологов была названа «неизвестный человек Е». Множество экспертов выдвинули различные теории о причинах смерти этого человека. Среди наиболее распространенных версий были отравления, пытки и даже предположения о живом захоронении. Однако более поздние исследования, проведенные в 20 веке, развеяли мифы и предположения предыдущих исследователей. Оказалось, что если при мумификации не закрепить челюсть, как это обычно делалось, то в процессе разложения тканей челюсть раскрывалась, создавая жуткую маску крика на лице мумии. В 1974 году китайские крестьяне столкнулись с удивительной находкой, которую точно не ожидали увидеть в своих краях. В поисках воды из-за сильной засухи они начали копать колодец, но вместо желанной влаги обнаружили глиняные статуи, изображающие солдат. Столетиями забытая терракотовая армия была захоронена вместе с императором Цинь Ши Хуанди в 209 году до нашей эры. Это великое археологическое открытие стало одним из крупнейших в мире. Под землей крестьяне обнаружили около 8000 статуй солдат, 130 колесниц, 520 лошадей и 150 коней для кавалерии. Для простых крестьян такая находка оказалась неожиданным и необычным событием. Несмотря на ценность и историческую важность этих статуй, для них это было нечто совершенно неожиданное и непонятное. Некоторые люди поверили, что статуи могут быть проклятыми, и местные до сих пор стараются их избегать, не понимая туристов. Практика хранения продовольственных запасов 1000 лет назад была совершенно иной, без современных технологий. Какие там холодильники и термосумки? Люди искали прохладные места для хранения своей пищи, и болота или трясины были одним из таких мест. Они использовались как естественные хранилища, где закапывали еду. Однако иногда запасы терялись или люди забывали о них. Из болот в Ирландии и Шотландии извлекли огромное количество тысячелетнего склизкого жира. В 2011 году более 45 килограммов такого болотного масла было обнаружено в ирландском городе Таламар. Внешний вид продукта скорее вызывает отвращение, чем желание намазать на тост. Интересно, какой вкус и свойства у этого древнего масла, сохранившегося на протяжении стольких веков? Хотя я бы лично пробовать не стал. В 2013 году Лондон столкнулся с огромными проблемами из-за необычного явления в канализационной системе – Жирберга, как его прозвали впоследствии. Это огромный ком застывшего жира, достигающий размеров целого автобуса и весящий 15 тонн.
забил лондонскую канализацию. О нем узнали только после жалоб жителей района Кингстон на проблемы со смывом в туалетах и водоотведением. Чтобы выявить причину проблем, специалистам пришлось спуститься в канализацию, где они столкнулись с огромной массой застывшего нечто. Это было одновременно и пугающе, и отвратительно. Однако ситуация могла быть еще хуже. Рабочие отметили, что Жирберг был настолько большим, что забитый участок канализации едва не разорвался. Еще немного, и из люков вырвались бы фонтаны. Такое себе зрелище было бы. По словам специалистов по обращению с отходами, жирберги образуются из-за слива жира в раковины и смывания в унитазы салфеток, которые не поддаются биохимическому разложению. Когда эти два компонента соединяются, они создают подобные заторы. Этот случай стал своеобразным предупреждением о важности правильной утилизации отходов и своевременного обслуживания труб. Ведь такой жирберг может образоваться и у каждого дома. Правда, гораздо меньшего размера. Уникальность первой найденной на Алтае мумии женщины заключается в ее удивительно хорошо сохраненном состоянии и месте обнаружения. В 1993 году группа археологов, выбравших разграбленный курган на плато Укок в долине реки Ак-Алаха в Горном Алтае для раскопок, обнаружила древнее погребение, не пострадавшее от воров. Могила была полностью спрятана во льду. После таяния льдов археологи обнаружили мумию молодой женщины в возрасте 25-28 лет с удивительно сохраненными татуировками, в полной одежде и с нарядной прической высотой почти в метр. Рядом с ней находились останки 6 лошадей с роскошной упряжью и бытовые предметы. Несмотря на то, что мумии пазырыкской культуры находили ранее, женскую мумию нашли впервые. Исследование мумии заняло много лет, в ходе которых была восстановлена внешность этой женщины, жившей в конце IV века до нашей эры. Оказалось, что перед захоронением ее тело было забальзамировано ртутью, а на место удаленных органов поместили травы. Хотя ее часто называли принцессой в СМИ, она, по-видимому, принадлежала к среднему слою пазыркского общества. Она была высокого роста, около 170 сантиметров, принадлежала к европеоидной расе, финно-угорского типа. Судя по анализу тканей, она скончалась от рака груди 4-й стадии. Непонятно только одно, почему именно эту девушку забальзамировали таким способом. Больше похожих захоронений в округе не было. Случай единичный и оттого более таинственный. История находки $150 тысяч на заднем дворе звучит как сюжет из комедийного фильма. Уэйн Сабаш случайно обнаружил пакет с купюрами, когда собирал брокколи в своем саду в 2011 году. Для безработного человека это был поистине поворотный момент в жизни, предоставляющий большие возможности. Однако вскоре после находки возник конфликт. Дочь 87-летней соседки заявила, что деньги принадлежат ее матери. Соседка утверждала, что деньги были прокляты, и ее мать хотела избавиться от них. Ее дочь, в свою очередь, убеждена была, что деньги законно принадлежат им. Судебное решение оказалось на стороне Уэйна, и ему было признано право на найденное состояние. Однако, до того, как Сабаш смог получить вознаграждение, он умер через 10 дней после судебного разбирательства. Его отец также скончался от сердечного приступа, узнав о смерти сына. Этот ряд несчастных событий и смерть 2 людей после находки денег породили верование в проклятие этих купюр. История о вазе Бассана, хоть и является увлекательной легендой, включает в себя множество мистических и таинственных элементов. Самые ранние упоминания об этой вазе относятся к 15 веку в Италии. По легенде, молодая невеста получила эту вазу в подарок накануне свадьбы. Однако, на следующее утро ее нашли мертвой, с вазой в руках. После этого ваза переходила от члена семьи к члену, принося смерть каждому владельцу. По версии легенды, ее закопали в итальянской деревне, где она пролежала до 1988 года. Молодой человек обнаружил эту вазу, не подозревая о ее истории и проклятии. Следующие владельцы впоследствии тоже умерли, и решено было снова закопать вазу, и ее местоположение стало неизвестно. Говорят, что на вазе была записка: «Осторожно, ваза приносит смерть». Один из последующих владельцев, фармацевт, умер через 3 месяца после покупки на аукционе за $2500.
Еще несколько человек, владеющих вазой, также скончались. Поэтому, если вам вдруг посчастливится найти древнюю вазу с предупреждающей запиской, подумайте дважды, нужна ли она вам. Как и обещал, напоследок приберег самую удивительную находку. История ледяного человека Эцци действительно удивительна и загадочна. Он был найден в Эцтальских Альпах в 1991 году группой немецких туристов. Его останки были настолько хорошо сохранившимися, что сначала думали, будто это просто погибший альпинист. Однако радиоуглеродный анализ показал, что возраст мумии составляет около 5300 лет, что делает его одной из самых древних мумий, обнаруженных в Европе. Относительно причины его смерти ученые предполагают, что он погиб от стрелы, попавшей в его плечо и вызвавшей серьезное повреждение. Эцци не смог извлечь этот наконечник, что, вероятно, привело к его смерти. Появились и легенды о проклятии Эцци, связанные с таинственными смертями людей, которые, по преданию, контактировали с мумией. Кого-то сбила машина, кто-то выпал из окна, а один специалист слег с раком, хотя буквально месяцем раньше проходил обследование, которое не показало никаких отклонений. Однако большинство экспертов относятся к этим рассказам скептически, ведь всякие совпадения бывают. И это лишь малая часть из того, что нас еще ждет под землей в будущем. Думаю, что загадок и тайн будет становиться все больше и больше. Спасибо за просмотр.